Друзья, сегодня поговорим о наших верных помощниках – коленях. Колени – это не просто суставы, это настоящие герои нашего тела. Они ежедневно выдерживают огромные нагрузки, помогая нам двигаться, заниматься спортом и просто наслаждаться жизнью. Они держат нас на ногах, помогают бегать, как дети, прыгать, как кузнечики, и даже просто ходить по дому. Представьте себе, сколько раз в день мы сгибаем и разгибаем колени, даже не задумываясь об этом. И танцевать, как в последний раз. Танцы – это не только весело, но и полезно для наших коленей, ведь они помогают поддерживать их в тонусе и укреплять мышцы вокруг суставов. Но, как часто бывает, мы вспоминаем о них только когда прихватит. Боль в колене может возникнуть внезапно, и это может быть связано с различными причинами, от травм до возрастных изменений. Боль в колене – штука неприятная, мешает и жить, и работать. Она может ограничить нашу подвижность и сделать повседневные дела настоящим испытанием. Как же быстро облегчить боль и снова почувствовать себя огурцом? Существует множество методов, которые могут помочь снять боль и воспаление. Например, прикладывание льда, использование специальных бандажей и массаж. Сейчас расскажем о простых и действенных методах, которые помогут вам за 30 секунд. Растяжка и самомассаж – это отличные способы улучшить кровообращение и снять напряжение в коленях. Эти советы подойдут и стар, и млад. Независимо от возраста, важно заботиться о своих коленях и выполнять упражнения, которые помогут поддерживать их здоровье. Но помните, самолечение – палка о двух концах. Важно не только знать, как помочь себе, но и понимать, когда нужно обратиться за профессиональной помощью. Если боль не уходит или становится сильнее, бегом к врачу. Только специалист сможет точно определить причину боли и назначить правильное лечение. Берегите свои колени, ведь они ваши верные друзья на всю жизнь. Первый способ проще пареной репы. Находим точку чуть ниже коленной чашечки с внешней стороны ноги. Нащупали небольшое углубление? Вот туда и нужно мягко надавить большим пальцем. Держим палец полминуты, дышим глубоко и спокойно, как удав, пообедавший кроликом. Глядишь, и полегчает уже через несколько секунд. Эта точка в китайской медицине называется инь-лин-цюань. Воздействуя на нее, мы помогаем мышцам расслабиться, а крови бежать веселее. Мышцы расслабились, давление на сустав уменьшилось. Кровь бежит резво, ткани получают больше кислорода и питательных веществ, а это, в свою очередь, помогает снять воспаление и уменьшить боль. Второй метод тоже не сложнее бублика. Встаем прямо, можно держаться за опору, чтобы не упасть, как снег на голову. Медленно поднимаем прямую ногу вперед, насколько комфортно. Замираем на пару секунд, как балерина в пируэте, и также медленно опускаем ногу. Повторяем этот незамысловатый танец 10-15 раз. В чем же секрет магия движения? Это простое упражнение, как чистка зубов по утрам, помогает разработать коленный сустав. Движение – жизнь, а в нашем случае еще и улучшенное кровообращение и лимфоток. Отечность и скованность тают, как мороженое на солнышке, а еще движение помогает вырабатывать синовиальную жидкость – смазку для наших суставов. Важно помнить, не навредите себе. Эти методы, как скорая помощь, для временного облегчения боли. Если боль не проходит, как похмелье с утра, или появляются другие симптомы – отек, покраснение, жар. Не тяните кота за хвост, обращайтесь к врачу. И не надо геройствовать, делая упражнения через боль. Начинайте с малого, постепенно увеличивая амплитуду движений. Знайте врага в лицо типы боли в колене. Боль бывает острой, как перец чили, возникает внезапно, часто после травмы. А бывает хронической, как сериал на телевидении, длится месяцами, а то и годами. Важно знать причину боли, чтобы подобрать правильное лечение. Если не уверены, что с вами, лучше перестраховаться и обратиться к врачу. Когда бежать к врачу – сигналы тревоги. В жизни каждого человека бывают моменты, когда боль становится невыносимой, и мы задаемся вопросом, стоит ли обращаться к врачу. Особенно это касается боли в колене, которая может быть признаком серьезных проблем. Есть симптомы, при которых не стоит ждать у моря погоды. Нужно срочно обращаться к специалисту. Если вы испытываете сильную боль в колене, которая не проходит, это может быть сигналом о том, что что-то серьезно не так.
Это внезапная, сильная боль, как будто током ударило. Такая боль может указывать на разрыв связок или другие серьезные повреждения. Не стоит терпеть и надеяться, что боль пройдет сама по себе. Отек колена, как будто вы его в кастрюле варили. Отек может быть признаком воспаления или инфекции. Если колено опухло и стало горячим на ощупь, это повод немедленно обратиться к врачу. Покраснение и жар, как будто вы его в бане парили. Такие симптомы могут указывать на инфекцию или воспаление сустава. Важно не игнорировать эти признаки и обратиться за медицинской помощью. Деформация сустава, как будто вы его молотком поправляли. Если колено выглядит деформированным или изменило форму, это может быть признаком серьезного повреждения, такого как вывих или перелом. Невозможность согнуть или разогнуть ногу, как будто вы ее на гвоздь посадили. Если вы не можете нормально двигать ногой, это может быть признаком серьезного повреждения сустава или мышц. Онемение или покалывание в стопе, как будто вы ее отсидели. Эти симптомы могут указывать на повреждение нервов или проблемы с кровообращением. Не игнорируйте эти звоночки. Своевременное обращение к врачу поможет избежать серьезных проблем. Помните, что ваше здоровье в ваших руках, и лучше перестраховаться, чем потом сожалеть о потерянном времени. Обращайтесь к специалистам при первых признаках тревоги, и они помогут вам сохранить здоровье и качество жизни. Долгосрочное здоровье – забота о ваших коленях. Помимо скорой помощи, есть и профилактические меры. Поддерживайте здоровый вес, не надо быть как шкаф двухдверный, регулярно делайте зарядку, хотя бы как в детском саду. Носите удобную обувь, а не как Золушка на балу, правильно питайтесь, как будто вы у бабушки в гостях. Советы для всех возрастов, от юных спортсменов до мудрых старейшин. В этом видео мы расскажем, как заботиться о своем здоровье и физической форме на каждом этапе жизни. Независимо от того, сколько вам лет, всегда есть что-то, что можно сделать для улучшения своего самочувствия. Детишки, которые носятся как угорелые, должны быть особенно внимательны к своим коленям. Важно помнить, что детские суставы и кости еще развиваются, поэтому необходимо уделять внимание правильной технике выполнения упражнений и использовать защитное снаряжение. Родители и тренеры должны следить за тем, чтобы дети не перегружали свои тела и получали достаточно отдыха. Важно правильно разминаться перед тренировками и использовать защиту во время занятий спортом. Разминка помогает подготовить мышцы и суставы к нагрузке, снижая риск травм. Защитное снаряжение, такое как наколенники и налокотники, может предотвратить серьезные повреждения. Не забывайте о важности правильного питания и гидратации для поддержания энергии и выносливости. Взрослым, особенно тем, кто работает как пчелка в улье, важно регулярно вставать и разминаться, чтобы не превратиться в Ивана-Царевича на печи. Долгое сидение за рабочим столом может привести к проблемам с позвоночником и общему ухудшению здоровья. Простые упражнения, такие как растяжка и легкая гимнастика, помогут поддерживать гибкость и улучшить кровообращение. Не забывайте делать перерывы и уделять время физической активности в течение дня. А пожилым людям, у которых уже что-то щелкает и похрустывает, помогут специальные упражнения, диета и физиотерапия. Регулярная физическая активность помогает поддерживать подвижность суставов и укреплять мышцы, что особенно важно в пожилом возрасте. Физиотерапевты могут предложить индивидуальные программы упражнений, направленные на улучшение баланса и координации. Здоровое питание, богатое витаминами и минералами, также играет ключевую роль в поддержании общего здоровья и благополучия. Наши колени – это чудо техники, благодаря которому мы можем двигаться и наслаждаться жизнью. Берегите свои колени, используя простые методы облегчения боли, следуя советам по долгосрочному здоровью и обращаясь к врачу, когда это необходимо. Помните, движение – это жизнь, а здоровые колени – залог активного долголетия.